Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре сравнение Астана 1 и Астана 2. Просили обзор на Астану 2, я решила отснять сравнение. Давайте приступим. Значит, Астана 1. В этом заказе пришло очень много серых кусков. Видите, отличается. Некоторые кусочки прям белые-белые, а некоторые вот такие серые. Они прям так же, как и у Астаны 2, тоже встречаются серые кусочки. Я вам скажу, серые куски, если вам попадаются, они будут скрипеть. Они очень жесткие и очень скрипучие. Вот нашла беленький, давайте его и попробуем. Прям сухая побелка. И очень яркий меловой вкус. При укусе еще чувствуется нотка пыли. Очень плотная. Откусывается с усилием. Не соленая, не сладкая. Чисто вкус побелки. Такой пыльной побелки меловой. Вот на нее, когда ее в руки берешь, вот такое ощущение, что это вот мел. И когда откусываешь, тоже она кусается как мел. При укусе небольшой хруст сразу растворяется в жирную залипающую массу. Вот очень серый кусок. Прям видите, какая разница? Вот если вам попадаются вот такие куски, они очень-очень жесткие и скрипучие. Ну, прям видно. Я не очень в восторге, что из 3 килограмм, которые я заказывала, ну, от силы грамм 700 у меня белых кусочков, все остальное вот такое. Угу. Он суше, тверже. А вот у серых кусков вкус побелки не так выражен, больше вкуса земли. Он залипательнее. Кстати, этот кусочек не скрипит. По крайней мере, пока не чувствую. Астана 2. Сейчас я вам достану. Очень белоснежная. Я ее все почистила, она беленькая. Но также встречаются и серенькие кусочки. То есть вот серый, видно сразу. И вот белый. И вот Астана 2 вот в таком виде меня вообще нет, она мне не нравится. А вот в белом виде это объединение. Давайте пробовать.
Кстати, вот если сравнивать их в разрезе, сейчас я найду. Астана вторая, она более монолитная. То есть Астана первая, она более такая рыхлая, что ли, структурированная. А Астана белая, она прям как мел. Прям мел, мел, мел. Ну, не сильно она морается. Какая же она вкусная. Это прям как очень-очень плотный мелочек. Итак, они отличаются. Кто говорит, что они похожи? Они похожи, но они очень хорошо отличаются. Во-первых, по структуре. Эти сорта оба плотные, залипучие, не соленые. Но хотя вот я заказывала у Софии с Нижнего Новгорода, по-моему. Да, с Нижнего Новгорода. И мне тогда пришла Астана, и были кусочки соленые. То есть она иногда встречается солененькая. В этом заказе нет, не соленая. Очень они похожи, но ярко отличительная черта. Астана 2 плотнее, и Астана 2 сливочнее. То есть у Астаны 2 присутствуют молочные нотки, хорошо ощутимые. А у Астаны 1 чисто сухая побелочка. Вот побелка, пыль и меловая. А вот у Астаны 2 побелка, меловой и сливочный. Земельных ноток я в ней не чувствую вообще. Ни в той, ни в другой. Ну, кроме серых кусков. Причем, вот когда она пришла ко мне, если ее не сушить, ни ту, ни вторую, Астана 2 сохраняет вкус вот этой сливочности. Если ее высушить на батарее, сейчас я найду, кстати, этот кусочек. Нет, у меня был. У нее эта сливочность уходит. И вкус становится чистым. Ну, как у Астаны 1. Сухая побелка. Меловая. И она становится плотнее. Угу. Она дольше хрустит. И вкус прям ярко-ярко меловой. В общем, эти два сорта мне нравятся. Но Астана 2 мне нравится куда больше. Но нравится она мне только в просушенном
ну, в хорошо просушенном виде. И я не люблю вот эти вот серые куски. В общем, очень вкусные, побелочно-меловые, плотные, не соленые. А еще у Астана вторая иногда попадаются кусочки, которые сластят. Достойные сорта, чистые, не скрипучие. Опять же, только светлые куски, темные куски не поскрипывают. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.